Привет, друзья! Сегодня природа вновь напоминает нам, что человек здесь не хозяин. Земля содрогается, штормы сметают все на своем пути. И кажется, что стихия только набирает обороты. Планета охвачена землетрясениями, ураганами, оползнями и наводнениями. Всего лишь за одни сутки произошла масса событий. И сегодня мы все это вам покажем. В графстве Лестершир в Великобритании сложилась критическая паводковая обстановка в пригородных деревнях Гленфилд и Ансти из-за беспрецедентного разлива реки Ротли-Брук. В результате аномальных февральских ливней и перенасыщения почвы влагой уровень воды в реке совершил резкий подъем, достигнув отметки 2 метра 46 сантиметров. Это значительно превышает критический порог в 2 метра 15 сантиметров, при котором начинается затопление жилых строений. Стихийное бедствие развивалось настолько стремительно, что асфальт на центральных улицах населенных пунктов буквально исчез под потоками воды, превратив проезжую часть в непроходимые водные каналы. В зоне подтопления оказались многочисленные парковки, поля и подъездные пути к частным домовладениям. В деревне Ансти спасателям и местным волонтерам пришлось провести экстренную операцию по эвакуации 2 лошадей, которые оказались заблокированы в загоне, когда вода поднялась им до уровня груди. Местные жители, многие из которых проживают в этом районе десятилетиями, пребывают в состоянии шока, заявляя, что никогда прежде не видели столь масштабного и быстрого наводнения в долине Ротли-Брук. Агентство по охране окружающей среды Великобритании сохраняет в регионе высший уровень предупреждения, так как дренажные системы полностью перегружены, а вода продолжает заходить в подвалы и первые этажи домов. Экстренные службы работают в усиленном режиме, патрулируя затопленные участки и оказывая помощь наиболее уязвимым категориям граждан. Метеорологи предупреждают о сохранении высокого уровня воды в течение следующих суток. В бразильском муниципалитете Эспиноса, расположенном на севере штата Минас-Жерайс, произошло сильное наводнение, вызванное экстремально интенсивными тропическими ливнями. Мощный грозовой фронт обрушился на регион в воскресенье, в результате чего за считанные часы выпала многодневная норма осадков, что привело к мгновенному выходу из берегов местных рек и каналов. Потоки воды стремительно ворвались в городские кварталы, затопив центральные торговые улицы и жилые дома в низинных районах города. Городские власти ввели режим чрезвычайной ситуации и направили в пострадавшие районы команды спасателей, которые на лодках и тяжелой технике провели экстренную эвакуацию жителей, оказавшихся заблокированными в своих жилищах. В результате разгула стихии серьезно пострадала инфраструктура города. Зафиксированы многочисленные обрушения подпорных стен, повреждения мостовых переходов и масштабные перебои в подаче электроэнергии и питьевой воды. Власти организовали пункты временного размещения в местных школах и церквях для людей, лишившихся имущества или вынужденных покинуть зоны риска из-за угрозы оползней. Официальных данных о погибших на данный момент не поступало, однако в удаленных сельских общинах муниципалитета поисково-спасательные операции продолжаются. Метеорологи предупреждают, что почва в северной части штата Минас-Жерайс предельно перенасыщена влагой, и риск повторных паводков в регионе сохраняется. В алжирской провинции Тиндуф был временно приостановлен учебный процесс во всех образовательных учреждениях из-за экстремальных погодных условий, вызванных мощным атмосферным фронтом. Решение о закрытии школ, лицеев и колледжей было принято на фоне резкого усиления ветра. По данным метеорологических служб, южные регионы Алжира столкнулись с интенсивными порывами ветра, скорость которых достигала критических значений, что спровоцировало масштабные песчаные бури и привело к падению видимости на дорогах практически до нуля.
Плотная завеса из поднятого в воздух песка и мелкодисперсной пыли парализовала движение транспорта в окрестностях Тиндуфа, сделав передвижение школьных автобусов и автомобилей крайне опасным. Неблагоприятные погодные условия затронули обширные территории на юго-западе страны. Ожидается, что вынужденный перерыв в занятиях продлится 1 день, однако окончательное решение о возобновлении уроков будет зависеть от динамики стабилизации атмосферного давления и улучшения метеорологической обстановки в пустынных районах. В китайском городе Фошань в провинции Гуандун образовался необычный вихрь. Вихрь возник в момент проведения традиционного ритуала запуска фейерверков и поджигания многочисленных связок петард, призванных принести удачу новому объекту. Под воздействием внезапного мощного порыва ветра дым от пиротехники и распыленная в воздухе водяная взвесь были подхвачены и закручены в высокую вертикальную воронку. По свидетельствам очевидцев, необычное явление продолжалось около 20 минут, медленно перемещаясь по строительной площадке и вызывая изумление у присутствующих рабочих и гостей мероприятия. Метеорологи объясняют произошедшее специфическим сочетанием локальных температурных условий и резкого восходящего потока воздуха, усиленного теплом от массового запуска петард, что привело к формированию кратковременного, но визуально мощного микровихря. На индонезийском острове Суматра произошло мощное извержение вулкана Марапи, одного из самых активных и опасных стратовулканов в провинции Западная Суматра. По данным Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф, взрывной выброс зафиксирован ранним утром 1 марта. При этом столб пепла и вулканических газов поднялся на высоту более 3000 метров над вершиной, что привело к объявлению оранжевого уровня авиационной опасности. Извержение сопровождалось громким гулом и серией подземных толчков, которые отчетливо ощущались в близлежащих городах Букет-Тингги и Паданг-Панджанг. Небо за считанные часы затянуло плотной серой завесой. Масштабный пеплопад накрыл десятки сельскохозяйственных деревень на склонах горы, заставив местных жителей использовать защитные маски. Власти установили зону отчуждения в радиусе 4,5 километров от кратера Вербик, категорически запретив любую деятельность в этом секторе, включая альпинистские восхождения и ведение фермерского хозяйства. Подразделения спасателей и волонтеры Красного Креста приступили к раздаче гуманитарной помощи и мониторингу состояния речных русел, так как тропические ливни могут спровоцировать опасные вулканические грязевые потоки из скопившегося на склонах пепла. На данный момент сообщений о пострадавших или погибших не поступало, однако сейсмологи предупреждают о сохранении высокой активности и возможности повторных выбросов. На мексиканский муниципалитет Вальядолид, расположенный в штате Юкатан, обрушился мощный тропический ливень, ставший причиной масштабных внезапных наводнений. Интенсивные осадки, продолжавшиеся несколько часов, привели к тому, что ключевые транспортные артерии города ушли под воду, парализовав движение автомобилей и пешеходов. Из-за перегрузки муниципальной дренажной системы вода начала стремительно подниматься не только на улицах, но и проникать внутрь жилых домов и коммерческих предприятий, нанося значительный ущерб имуществу горожан. Особенно тяжелая обстановка сложилась в низинных районах Вальядолида. Уровень паводковых вод внутри зданий стремительно вырос, что заставило владельцев магазинов экстренно спасать товар, а жителей перемещать в домах мебель на верхние ярусы. Для откачки воды и оказания помощи водителям, заблокированным в транспортных средствах, местные службы гражданской обороны были переведены в аварийный режим работы. Несмотря на серьезный материальный урон инфраструктуре и частной собственности, официальные лица на данный момент не зафиксировали случаев гибели людей. Метеорологи предупреждают о сохранении высокой влажности и риске повторных ливневых осадков в восточной части полуострова Юкатан в течение ближайших суток. В турецкой провинции Орду, расположенной на Черноморском побережье, начало весны ознаменовалось беспрецедентным разгулом зимней стихии. Высокогорный район Гюргентепе оказался буквально погребен под колоссальным слоем снега.
В результате затяжных и аномально интенсивных снегопадов, продолжавшихся последние несколько суток, высота снежного покрова в населенных пунктах достигла 2–2,5 метров. На кадрах, поступающих из зоны бедствия, видны жилые дома, засыпанные снегом до уровня вторых этажей, и брошенные автомобили, превратившиеся в ледяные холмы. Местные жители вынуждены вручную прорубать узкие траншеи в гигантских сугробах, чтобы выбраться из своих жилищ за продуктами питания и медикаментами. При этом передвижение по улицам остается крайне опасным из-за риска схода снежных масс с крыш и обрыва обледеневших линий электропередач. Дорожное сообщение с отдаленными деревнями района Гюрген-Тепе полностью прервано. Тяжелая снегоуборочная техника работает на пределе возможностей, однако свежие осадки и метель сводят усилия коммунальщиков к минимуму. Власти провинции Орду объявили режим чрезвычайной ситуации, направив в регион дополнительные подразделения спасателей для доставки продовольствия и оказания экстренной помощи пожилым гражданам в отрезанных от мира общинах. Метеорологи предупреждают, что суровая погода в высокогорьях Понтийских гор сохранится еще как минимум 48 часов, а последующее потепление может спровоцировать массовый сход лавин и паводки в низинных районах побережья из-за резкого таяния накопленных снежных масс. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.